Холодный ветерок, налетевший откуда-то с берегов Карского моря, добравшись вглубь сибирской тайги, пробивал себе путь среди вековых могучих сосен, пока, наконец, не наткнулся на глухую стену бывшего кирпичного завода, который к этому времени из некогда гигантского предприятия, производящего строительные материалы для всей необъятной родины, превратился в жалкие руины. Завод уже давно был закрыт по причине нерентабельности. Вдруг неожиданно оказалась никому не нужная его продукция. Годное оборудование вывезли, а хоть что-то ценное давно растянули любители дармовщины, авось в хозяйстве пригодится. Поэтому теперь в цехах бывшего промышленного гиганта гулял лишь только ветер да вездесущие белки, которых в лесу, окружающем завод, было превеликое множество. Но вскоре природное явление в своем путешествии добралось и до комнаты отдыха. Там, на узком грязном матрасе, у удивительным образом сохранившегося окна, лежала изможденная, периодически кашляющая женщина. Бездомной была Катерина, 50-летняя, некогда очень красивая женщина, бывшая школьная учительница, которую родная дочь, едва только она заболела настолько, что даже работать уже не могла, выгнала из собственного дома. Полина никогда не отличалась спокойным нравом, по всей видимости, характером пойдя в своего отца, отставного военного, который уж больно любил поднимать на свою супругу руку. Поэтому и развелась с ним в свое время Катя, решив посвятить свою жизнь воспитанию дочери, даря той безграничную любовь и заботу, надеясь, что в старости станет та ей настоящей поддержкой и опорой. Но оказалось все с точностью да наоборот. С подросткового возраста любила Поля погулять с друзьями и подругами так, что весь город проклинал гоп-компанию, которая едва ли не ежедневно с ночи до утра громогласно оповещала горожан музыкой, да благим матом о своем появлении. Но, как оказалось, это еще были только цветочки, так как вскоре, связавшись с дурной компанией, и вовсе загремела на нары Полина за участие в грабеже. Лишь только тогда и вздохнула спокойно Катерина. Но не слишком долго продлилась тихая жизнь учительницы, ведь все хорошее заканчивается слишком быстро. И хоть жалела она дочь, передать читой в колонию таскала сумками, в надежде, что одумается та, когда освободится, да за ум возьмется. Ну где уж там. Вернулась ее кровиночка из колонии настоящей прожженной зечкой, да еще и не одна, а с таким же, как и она, сожителем. Он тут же установил в доме железный порядок. Теперь новоиспеченная теща даже вздохнуть не могла без особого на то указания. Пока здорова она еще была, да исправно приносила в дом свою заработную плату, которую почти целиком спускали на свою веселую жизнь Поля вместе с Антоном, терпели они ее присутствие в доме. А после того, как занемогла она настолько, что постоянно находилась на больничных листах, и ее попросили уволиться из школы, так как надоело коллегам тянуть лямку еще из-за нее. Тут-то и выставила ее родная дочь из дома без зазрения совести, а зять так и вовсе пригрозил на куски порезать, да на солнышке испечь, если вздумает она еще хоть раз заявиться в дом без денег. Хуже всего было то, что по-прежнему не могла женщина трудиться. Уж слишком плохо она себя чувствовала. Но подобное врачей никак не интересовало, ведь попробовала Катерина хотя бы инвалидность получить, но отказали ей и в этом. Так и оказалась она в поисках места для ночлега на заброшенном заводе, на котором благополучно и жила уже несколько лет, потому как даже если бы она и захотела, то идти ей было уже некуда, по одной простой причине. Благодаря беспутной дочери и зятю ее родной дом сгорел дотла вместе с ними. От возлияний они заснули мертвецким сном, да так и не проснулись. Возможно, слишком жестоким это было им наказанием, но то
только одному Богу известно. А коли он так распорядился, значит, так тому и быть. Вот только в последнее время состояние женщины значительно ухудшилось, поэтому и лежала она пластом на тонком матрасике, не в силах подняться. Хорошо еще, что не одна она была в данной ситуации. Рядом с ней сейчас сидела маленькая девочка лет 6. Катя и сама не знала, сколько ей лет, ведь пару лет назад она нашла малышку в лесу, через который она шла, возвращаясь из областного центра, куда в очередной раз ездила в поликлинику в надежде подтвердить свою инвалидность. Ведь так она могла бы иметь хоть какой-то постоянный доход. Тогда хоть самых дешевых лекарств с трудом, но можно было бы купить. Но вновь ей отказали. Вот ведь какой получался парадокс. И работать она не могла, и инвалидность получить тоже. В расстроенных чувствах бездомная в тот день возвращалась на место своего обитания. Слезы текли из ее глаз, поэтому она не очень хорошо видела все, что происходило вокруг. В чувство Катерина пришла лишь тогда, когда едва не споткнулась о сидящего на заснеженной тропе ребенка. Это была маленькая девочка. Сидя на снегу, малышка, так же, как и Катя минуту назад, горько плакала. «Здравствуй, а ты почему здесь сидишь одна? Где твои мама и папа?» — спросила бездомная у нее. Подняв на женщину свои голубые глаза, полные отчаяния и мольбы, девочка, постоянно всхлипывая, ответила: «Папа бил нас с мамой, и мы ушли от него. Только он так сильно ударил мою маму, что она упала и умерла. Я ее звала, только она не отзывалась уже. А потом я пошла искать тетю. Мне мама так сказала сделать, если она умрет». «Ох ты, Господи, дитятко ты мое! Вот ведь меня Бог послал тебе навстречу. Совсем бы ты тут околела, ведь здесь и не ходит-то почти никого. Последний поезд разве что остался. Да кто на нем поедет в мой городок из области в будний-то день? Одна я, наверное, только. Ну не плачь, пойдем найдем твою маму. Ты знаешь, где ты ее оставила?» «Знаю. Надо все время идти по тропинке, и мы придем. А меня Таня зовут, и мне 4 года. А тебе сколько?» Но некогда было женщине отвечать. Подхватив ребенка на руки, она побыстрее побежала в том направлении, куда указала ей малышка. И действительно, в скором времени на дороге, ведущей в одну из окрестных деревень, она увидела скорую помощь, проехавшую мимо нее, а также одинокую старушку, смотрящую ей вслед. «А что здесь случилось, не знаете?» — поинтересовалась у нее Катя. «Да вот, возвращалась я домой от подруги. Гляжу, а тут женщина лежит вся побитая, неживая уже. Но я на всякий случай скорую-то и вызвала. А она, как приехала, так и накрыла ее сверху простыней. В морг, видать, повезли. Ох, люди мои милые, что ж это творится-то на белом-то свете? Молоденькая ведь совсем. Видать, муж или сожитель постарался. Кто ж еще? Чтоб им окаянным на этом свете не жить!» Запричитала старушка. Все теперь ясно стало Катерине, словно нашло что-то на женщину. Ей бы в полицию пойти, да отдать ребенка. Но вспомнила она свою дочь да зятя. Вернуться в такую жизнь не могла она позволить Танечке, поэтому и решила женщина забрать ее себе. Жизнь на улице, конечно, не сахар, но всяко лучше, чем в настоящем кошмаре, которого никому не пожелаешь. Так и стали они жить вместе, периодически прося милостыню у церкви, да сдавая в приемный пункт стеклотару. Прошло почти 2 года, и, судя по всему, настало то страшное время, когда не смогла больше женщина заботиться о своей малышке, хотя уже внучкой начала ее считать. За все это время лишь одно беспокоило ее – то, что пора отдать Таню в школу, но она не могла этого сделать, потому что тут же бы отобрали ее, поместив в детский дом, а саму ее за решетку, наверное. Как лучше Катя хотела сделать,
но теперь уже не знала, правильно ли поступила. Конечно, она и сама могла бы заменить ей учителя. Не зря ведь почти 30 лет преподавала в младших классах. Но тем самым обречет бедняжку на вечную жизнь на улице. Никогда-то уж не сможет стать полноценным человеком. Но что будет, если отец девочки жив и вышел сухим из воды? Что он может сделать с ее малышкой? На этот вопрос женщина не находила ответа, потому и терзали ее сомнения. И если бы не стало бы ей совсем плохо, то, наверное, оставила бы она себе Таню. Но боялась Катерина, что умрет, так и не узнав о судьбе девочки. Поэтому и решила она, как только сможет встать, идти вместе с ней в полицию. Вот только подобные меры уже не понадобились. Чтобы раздобыть хоть как-то еду, поправив подушку на так называемой постели тети Кати и пожелав ей хорошо отдохнуть, отправилась девочка в город. Благо, несмотря на свой юный возраст, пришлось ей стать самостоятельной гораздо раньше того времени, когда это делали ее сверстники. И путь свой Танечка держала вовсе не на помойку, а в одно из городских кафе. Ведь там девочка в прошлый раз, когда выуживала из урны пустые бутылки, познакомилась с одной доброй официанткой, которая, сплеснув руками, сказала ей: «Милая моя, откуда же ты взялась такая чумазая? Ты есть хочешь, наверное?» «Очень хочу. А еще тетя Катя. Я с ней живу. Только она сейчас болеет», — ответила ей девочка. Очень добрым была человеком Вера и без слез не могла смотреть ни на чьи страдания, особенно если плохо было ребенку, да еще и такому маленькому, как Таня. Она было вынесла девочке бутерброд, но та аккуратно завернула его в мешочек со словами: «Это тетя Катя». Хотела было уже уйти, но вернула ее сердобольная женщина, положив с собой целый пакет различных вкусностей, на которые не пожалела значительную часть своего дневного заработка, пригласив малышку прийти и завтра, потому как сам хозяин кафе разрешил ей взять эту девочку на поруки, подкармливая продуктами с кухни, когда она рассказала тому о своей новой знакомой. Все равно они часто портились, не дождавшись клиента, а так хоть польза будет какая-то. Вот и сегодня Таня торопилась к доброй тете, но в этот раз Вера решила даже с работы отпроситься. Хотела женщина позвать ее к себе домой, чтобы хотя бы отмыть и накормить малышку по-человечески. Танечка с радостью приняла такое предложение. Все-таки это напомнило ей то время, когда жила она вместе с мамой. Это было очень счастливое время. Конечно же, пока не возвращался от приятелей ее папа и не начинал их учить, гоняя по всему двору. Первым делом, как только они пришли домой, Вера вынесла девочке новые вещи, которые взяла у своей маленькой племянницы, так как той они уже стали малы, а Тане будут как раз впору. Девочка с удивлением рассматривала обновки, щупая их словно какую-то диковинку. «Ого, какой красивый сарафан! Так он же новый, что ли? У меня таких вещей нет!» Восторженно завизжала Танечка. «Тогда тебе стоит его примерить, но только когда мы тебя хорошенечко отмоем. Не то он станет таким же чумазом, как ты», — ответила ей женщина. Но стоило только девочке в ванной стащить с себя свое старое платьице, как едва чувств не лишилась Вера, увидев на ее спине небольшой шрам от ожога в виде сердечка. Тут же вспомнила она разговор с хозяином несколько дней назад. Ранним августовским утром тихо было в одном из маленьких уютных кафе на берегу извилистой и полноводной реки. Еще ночью на город неожиданно налетел северный циклон, принесший с собой не только промозглый ледяной ветер, пробирающий до костей, но и мелкий противный дождик. Оттого-то и решили жители города немного переждать, прежде чем отправиться с семьями гулять по парку, в котором и располагалось кафе под названием «Надежда». Так назвал свое кафе Андрей,
Мужчине хотелось, чтобы хоть что-то в холодном северном городе напоминало людям о том, что в жизни всегда есть что-то светлое, к чему необходимо стремиться. Ведь и сам он обрел счастье именно благодаря своему кафе, которое построил, выбрав для него именно это место. В последнее время туристов заметно поубавилось, однако оборот у увеселительного заведения по-прежнему был очень неплохой, во всяком случае достаточный для того, чтобы сделать предложение руки и сердца своей любимой девушке, Эвелине, с которой и познакомился он совсем неподалеку от своего заведения. К его величайшей радости ответила она на его предложение согласием, хотя долгое время полагал он, что сердце бедняжки было разбито навсегда, и на то были весьма веские и жуткие причины. А все потому, что несколько лет прожила его избранница вместе со своей дочерью, словно в настоящем аду. А ведь еще 6 лет назад, как думала Эвелина, она была едва ли не самым счастливым человеком на земле, выйдя замуж за Валерия. Поначалу был мужчина с ней весьма обходительным, а как узнал, что супруга забеременела, так и вовсе на руках стал носить. Все было в ту пору у Лины. Хорошая работа, дом, любящий супруг. Вот-вот и ребенок должен был появиться на свет. Но едва только родила она, как словно подменили Валеру. Причина же была весьма простой. Закодирован был мужчина. А после того, как однажды он встретил дружка, с которым вместе служил в армии, так в раз кот и подобрал. А потом еще и еще. Ну а после уж каждый день не просыхал он. А Эвелина все надеялась, ждала и верила, что муж образумится и вновь вернется в семью. Ведь каждое утро, проснувшись после очередного бурного дня, он клялся ей, что отныне будет другим человеком. Но обещания его хватало совсем ненадолго. Ей бы сразу уйти, но терпела целых 4 года, пока однажды так не избил ее суженый, что едва держалась она уже на ногах. Тут-то и поняла Лина, что следующий раз может стать для нее последним. Тогда, взяв дочку в охапку, и убежала она из дома, но сумела пройти совсем немного, потеряв сознание на дороге. Даже приехавшие врачи сперва подумали, что она умерла, но выжила женщина, вот только потеряла дочь навсегда, ведь девочка как сквозь землю провалилась. В ее исчезновении подозревали даже отца. Его таки посадили за решетку за истязание супруги. Но там он оказался ни при чем. А как только вышла Лина из больницы, и решила она, что жить без Танечки больше не в силах, потому и приехала она однажды в тот самый городок, где прошло ее детство, и в котором в данный момент жила и ее дочь, о чем даже не догадывалась девушка. Вначале она простилась на кладбище с рано усопшими родителями, а после пошла в парк, где долго стояла, перебравшись через ограду моста, решаясь на отчаянный шаг. Но не сделала она его, ведь от страшного греха отговорил ее Андрей, который как раз приехал в кафе пораньше, ведь то был день открытия Надежды, и она вновь появилась у несчастной безутешной девушки. Целых 2 года она сопротивлялась ухаживаниям мужчины, прежде чем добился он от нее ответных чувств. Не могла она думать ни о ком ином, кроме как о своей дочери. Так сильна была к ней привязанность. Ведь у девочки на спине даже шрам остался в форме сердца, когда, будучи маленькой ягозой, сбросила она на себя чашку с кипятком. Обо всем этом и рассказал официантке хозяин под наплывом чувств, пользуясь тем, что сегодня в его кафе не было ни единой души. Поэтому, едва завидев шрам на спине девочки и сопоставив остальные факты, позабыв о разогретом ужине, тут же и помчалась она вместе с Танечкой в дом Андрея и Эвелины. Даже сознание потеряла бедняжка, когда увидела свою дочь, а та
Также, узнав свою мать, тут же бросилась к ней обнимать и целовать, при этом без устали повторяя: «Мамочка, не умирай больше никогда!» Но тут же вспомнила девочка о тете Кате, рассказав матери, с кем она прожила все эти годы. Поначалу женщина в ярость пришла. Хотелось ей наказать бездомную за ее поступок. Тут же все втроем и поехали они на заброшенный завод. Думала Лина, что отправит бомжиху за решетку за похищение ребенка. Но, выслушав ее и поняв, почему поступила она так, ведь им обоим пришлось перенести одно то же, отвезла она ее в больницу. Ведь крайне нуждалась Катя в лечении. Без него совсем скоро не стало бы ее. В благодарность за то, что не бросила Катя Танечку на произвол судьбы, оплатила ей супружеское паралечение, а также подарила домик в деревне, в котором с удовольствием теперь женщина принимала в гости свою названную внучку на летних каникулах. Вернулась Катерина и на работу учительницей в сельскую школу, где познакомилась там с порядочным, одиноким мужчиной, также учителем, как и она. И, похоже, им было много чего обсудить наедине, не ограничиваясь школьными темами. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.